Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, и за лайки, за подписки. Спасибо! Тема сегодняшнего расклада. Какие чувства скрывают к вам загаданный вами человек? Для начала делаю сигнификацию. Мужчины. Если сейчас срезонирует, вы его узнаете, точно ваш пришел, значит есть смысл смотреть до конца один вариант. Итак, какой этот мужчина? Назовите его имя. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Какой он, этот мужчина? На прямых. Какой этот мужчина? Да, сразу такая интересная информация. Мужчина погружается в работу с головой, дабы максимально нейтрализовать ощущение от разбитого сердца. Разбитые какие-то надежды, мечты, все разбито. Ну, скорее в любовной сфере тут, ну, фиаско, да. Так, тут работа и не одна, тут максимально под завязку мужчина как будто бы и один род деятельности, и тем, и тем, и тем занимается, в общем. Еле-еле успевает, тут как будто бы максимально загружен. Загружает себя, да. Первая карта говорит о том, что может быть не свободен. При этом для него очень важно дом полная чаша, материальная составляющая, да, чтобы близкие, родные не нуждались ни в чем. Хотя сам по себе вышел у меня жадным, прижимистым. Может быть, экономит на что-то, ну уже не знаю я. При этом для него очень важно, вот тут по шестерке пентаклей, видите, как будто правильный энергообмен. Знаете, для этого человека очень важно как будто бы быть, как вам сказать, может быть, он тут и будет делиться денежкой, и будет даже, не знаю, насчет кого-то баловать, но рядом карта трудоголика, работы, рядом карта жадины. Как будто бы этот человек четко понимает, как-то выстраивает отношения на взаимовыгодных каких-то условиях, вот так скажем. То есть, если для него человек особо не выгоден, то вряд ли он будет с ним долго поддерживать отношения или выстраивать. Тут очень довольно-таки прагматичный, практичный мужчина во главе угла, если можно так сказать. Тут материалка, стабильность, вот такое. Сам по себе мужчина, кстати, на себя может не жалеть. Для него очень важно где-то подчеркивать, да, вот какие-то атрибуты роскошной жизни, будто бы он себе может позволить. Может, на самом деле, что-то может такое себе позволить. Какие-то, может быть, мелочи, даже уж не знаю, ну, там, допустим, брендовая одежда, там, может быть, какие-то последние марки, уж не знаю, там, автомобиль какой-нибудь такой вот мечтал, вот и купил, и приобрел. Ему очень важно вот подчеркивать это. Вот я могу себе это позволить. Какой-то, может быть, отдых, да. Ну, где-то, понимаете, это как-то человек тратит деньги так, как-то, ну, так у него получается. Вот он их тратит, но обязательно надо, чтобы видели окружающие, куда он эти деньги тратит. Но отчасти, что он себе может это позволить. Вот такой какой-то уровень жизни. У кого-то может пройти даже вот эти вот какие-то он себе покупки делает, как балует себя, где-то как перекрывает вот эту боль, которая в сердце. В любовной сфере тут, ну, разбитые, повторюсь, еще мечты какие-то. Так, такой мужчина у меня вышел. Может быть, по девятке пентаклей. Тут, знаете, человек может работать с утра до вечера, но повторюсь, и заработок есть, и он даже сколько бы у него не было заработка, он все равно развивается в плане того, что строит какие-то, ну, тут планы конкретные, может быть, карьеру человек строит. Если там где-то в чем-то одном не получается, он тут может заново обучаться, дабы занять какую-то очередную, там уже не знаю, как это, высоту, какую-то, может быть, нишу в профессии занять. Ну, такой мужчина, скажем так, не пропадет. Не пропадет, руки не опускает. Так. Разбито сердце. Ага. А тут какое-то сердце разбито, он говорит, как, ну, не знаю, тут карта у меня и депрессия вышла, и как свинью подложили. Ну, по идее, такой вроде, да, интересный, состоятельный, даже не в плане материалки состоятельный, а тут мужчина такой, знаете,
четко, по-моему, знает, чего хочет, куда идет, какие-то у него планы, он, по-моему, осуществляет какие-то шаги по реализации, ну, для того, чтобы реализовать эти планы, не просто мечтает. Ну, а тут вот в любовной сфере вот как-то вообще, ну, что-то не то. Вампир, кто? Он вампир. Токсичный яд. Ну, смотрите, что мне карты показывают. Человек просто может даже особо, как вам сказать, в любовной сфере то провал, но, честно говоря, он тут одиночка и вампир. Ему самому с собой хорошо, наверное. Просто тут другое дело, может быть, в любовной этой истории он уже напланировал что-то, все выстроил какие-то тут воздушные замки, да, или неожиданно для себя. Потребитель. Он и, скорее всего, в отношениях, взаимоотношениях с женщинами проявлял себя как потребитель. Показана одиночка, и при этом транжирит деньги, но, скорее всего, одиночка на себя привык больше тратить. Там, ну, я не знаю, насколько это там стоит обсуждать, кто на кого сколько денег тратит, или обязан ли он на кого-то еще тратить, кроме себя. Но тут почему-то карта вот токсичность. То есть тут такой нюанс, знаете, как будто бы человек четко просчитывает. Повторюсь еще раз, если мне это, допустим, связь, какие-то отношения взаимовыгодные, да, то тогда я буду, может быть, вкладываться. Если я ничего с этого человека не получу во всех смыслах, то я тогда, может быть, даже не буду. Как-то вот так странно, вот, я не знаю, почему-то мне так идет. Но вообще токсичный, ядовитый. У кого-то прямо, если у человека бывает, знаете, у людей идут легкие деньги, да, вот какие-то такие, он может как-то очень, вот, вот эти карты, вот и токсично, знаете, может тратить их и, ну, спускать, тратить, хотя он тут жадиной выходит, не знаю, на какие-то, карта токсичная, это прям, может загул какой-то, да, пойти, может тут даже позволять себе там, ну, какие-то, ну, игромания, да, допустим. Что-то такие какие-то вот токсичные моменты, проявления. Вполне возможно, он будет копить, 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 а потом какое-то необдуманное поведение, какой-то поступок, решение, и он эти деньги спустит. Тут такое тоже может проиграться. Так, почему-то мне так вышло. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так. Какие эмоции к вам скрывает загаданный человек? Давайте смотрим, какие он эмоции к вам скрывает. Расклад актуален тогда, когда вы его открыли. Какие эмоции скрывает в отношении вас, да, загаданный вами человек? Эротические возьмем. Какие эмоции скрывает? Какие эмоции скрывает в отношении вас загаданный человек? Какие эмоции он скрывает? Огласите весь список, да? Какие он эмоции в отношении вас скрывает? Давайте открываем. Ух ты, ё-моё, бог ты мой. Агрессия. Хотел сказать агрессия, тут рыцарь и агрессор вышел у меня. Боже мой, агрессия, насилие какое-то. Да что же это за карты такие? Это что такое? Тут прям в голове у меня эта песня из 90-х, наверное, или 80-х уже. Что уходя сказала ты, что-то не хочу сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Ладно, по-моему, Цикало пел, да, и Лолита. Так, в отношении вас какие он тут эмоции скрывает? Да.
Тут фатальность вышла, роковая женщина, роковая связь, зависимость. Тут... Ну вот смотрите, что он скрывает, какие эмоции в отношении вас. Ну, вы для него являетесь вот таким, знаете, вдохновителем. Тут муза, это яркая, вдохновляющая, харизматичная. Он выделяет вас, вот, из всех женщин он выделяет. Тут ваша внешность и таланты, способности. Тут аналитически наполненная женщина, как будто подпитаться от вас, да, он не против. При этом, девочки, как будто вокруг вас очень много каких-то рассказов, сплетней, уже не знаю, может быть даже женского, ну не знаю, там не осуждения, как зависти, вот тут это вот, как будто бы неизменно вокруг вас это все. Может вам приписывают какие-то там уж романы или еще что-нибудь. Так, что скрывает? Скрывает то, что по колесничему тут, я так понимаю, тут карта периодичность, вот, да, колесо фортуны. Как будто бы, знаете, вас судьба может разводить в разные стороны, сводить. Где-то вы друг про друга можете информацию какую-то узнавать. Но неизменно вот реакция какая-то на вас, она остается. По колесничему это, знаете, это как мужчин... Вот, допустим, занят он своими делами какими-то, да, там общается, там, может быть, неважно, мужчины, женщины. Ну, женщины, там, ну, привлекательные какие-то, ну, интересные, может, собеседницы, может, там, что-нибудь, ну, такое, заинтересовать, даже флирт. А потом каким-то образом просто как человека может, когда он вас встретит, или когда там разговор о вас заходит, он как загорается изнутри. Эта реакция, она неконтролируема. Судя по всему, даже он особо не может себе даже объяснить, может быть, знаете, причины этого всего. Даже, скорее всего, он даже отчет не может себе дать, какие до конца эмоции он к вам испытывает. Тут что-то намешано такое. Но, думаю, рядом с вами ему, ну, прям как будто бы вот мне это колесничий, это же влюбленный, это как это герой-любовник, это желание что-то творить, мчаться, вытворять, будто энергетически наполняете вы его. Может быть, у него и желание потом чего-то добиваться, жить яркой жизнью, отчасти благодаря и вам, вашей энергетике. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, эмоции. Ну, хотелось бы ему быть победителем. Тут. Это все вместе, если считать, победителем по поводу, может быть, ваших взаимоотношений или в принципе по жизни, вот как победителем быть. Ну, вот рядом с вами он так себя ощущает. По крайней мере, желания у него какие-то появляются. Вот мне так идет. Скрывает к вам то, что вы для него вот та самая роковая, тут фатальность. Та самая роковая. Тут нет никаких сравнений, там, знаете, красивше, умнее, еще чего-нибудь талантливее. Тут просто вот как, ну, оно либо есть, либо нет. Тут этого мужчины, я думаю, что ёкает сердечко, может быть, там наоборот все, не знаю, липкий холодный пот проступает, да, когда вас видят. Тут такая, как будто бы вот триггерите вы, да, вот, у кого-то не закрытый гештальт, у кого-то это вообще необъяснимая ситуация какая-то. Так, у кого-то тут, вот, смотрите, еще карта самонастрой, влюбленные, крадник. Такие карты, говорящие о том, что если у мужчины был выбор, да, то он тут себя извел 1000 раз, думал, как выбрать, как это все, может быть, преподнести, как вообще из этой ситуации какой-то выходить. Тут он даже сам себя уже тут как будто бы извел, может быть, в свое время, да. А по поводу выбора еще вот эта карта тоже говорит о том, что у мужчины, скорее всего, есть выбор. Может быть, даже и не одна, и не две женщины, в принципе. Я не говорю, что он там со всеми кутит и позволяет там, ну, не знаю, дружит организмами. Но, ну, в общем, девочки, тут для него вы являетесь вот этим самым
тем самым змеем, соблазнителем, да. Или же местами можете меняться, у него есть желание вас искушать, соблазнять точно так же. И он тут видит, видите, как девочка, а у нее тут яблоки рассыпаны, и она кормит этого змея. То есть вы для него интересны, вы для него где-то неразгаданная тайна. Вот эта карта, она говорит о том, что это карта ведьмочек, окно в другой мир, мистический какой-то подтекст. Опять-таки энергетика. Тут все у вас как будто бы вот, ну, тут его, и вы это, как вам сказать, вы это его девушка, это его женщина. Вот. Как в какой-то песне было, да, когда я тебя встретил, что-то такое-то, будто бы все прежние женщины, то, что нравилось в прежних женщинах, такая песня, в тебе я увидел это в одной. Ну, что-то такое. Ну, смысл. Вы поняли. С меня еще тот этот певец, композитор. Так, ладно. Тут опять-таки, если вы, допустим, расстались, вы ушли из его жизни, с его горизонтов, картократик, вполне возможно, то и энергии меньше стало, вполне возможно, период может быть какой-то вот там, где он был вдохновленный, какой-то наполненный, он закончился. Тут может быть агрессия в вашу сторону, злость, карта рыцарь, желание даже может вас наказать. Вот карта насилия еще. Такие карты, знаете, как будто бы у человека он злится по большому счету на себя, во что карта настроена, за свой выбор. В то же время, если все вернуть, может быть, точно так бы проявил себя. Опять-таки, какие к вам эмоции? Девочки, ну тут двойка воды вышла, вот двойка кубков, это Монария, но она своеобразная. И тут рядом карта, говорящая о том, что человек очень много вспоминает, погружается в эти воспоминания. Вспоминает, может быть, по двойке кубков какие-то такие романтические моменты. Но тут ревность. Тут, видите, мужчина эту женщину из воды, то ли он готов ее вытащить, но скорее он готов ее утопить в этой воде. И утопить это и ревность, и злость одновременно. Из-за чего? Из-за того, что карта мир. У кого-то все закончено, у кого-то женщина взяла в руки этот какой-то револьвер, одела ковбойскую шляпу, опять-таки одела эти какие-то какие-то сапоги ковбойские, да, оседлала земной шар и умчалась от него, умчалась по своим делам, и как будто бы возвращаться она и не собирается, будто бы вспять все не вернешь. Вот тут поэтому может быть такая какая-то злость, ревность, и даже не совсем желание какое-то принимать то, что случилось, даже вот вашу позицию, даже ваши какие-то поведения, проявления, даже ваше нежелание, может быть, с ним общаться, нежелание, может быть, продолжать какие-то взаимоотношения, да, даже нежелание, может быть, узнавать, что там у него, как у него. Вот это вот все вызывает злость, ревность, агрессию. Тут агрессор. Ну, на самом деле еще вот эти сочетания говорит о том, что карта мир, он считает вас женщиной, в которой заключен весь мир. По большому счету вы можете дать ему наслаждение. Ну, не буду говорить, заменить ему весь мир. Это, наверное, некорректно, некрасиво. Наверное, это не нужно, но как будто бы в вас это есть. Все то, что ему нужно, это в вас есть. Другое дело, что вы уже отвернулись тут от него. Будто бы пятая точка, и вы своими делами заняты. Такой у меня сегодня получился расклад, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!